Всем привет! И сегодня я хочу поделиться с вами одной очень актуальной для иммигрантов темой – это школы и садики, как это было у нас. На самом деле мы стараемся придерживаться каких-то простых принципов. Мы не ищем для наших детей каких-то особенных школ. Да, я знаю, их много, они классные, там и садики Монтессори есть или еще что-то, там более какие-то глубокие по развитию, но мы пока на данном этапе придерживаемся такого, что просто доверяем тому, что с нами происходит, доверяем этому потоку, доверяем миру. Мы просто ходим и смотрим школы и садики по месту жительства, ближайшие. Не те, которые там лучше или хуже. Мы не читаем отзывов, не расспрашиваем родителей или еще что-то. Смотрим ближайшее место, куда пойти нашему ребенку. Так же было и в Казани. Марка мы отправили в садик, ближайший к дому, и это оказался просто лучший садик. Там причем было несколько вариантов. И когда я выбирала, куда поставить его в очередь, я просто выбирала вот прям самый ближайший по шагам. Вот прям куда идти, как можно меньше шагов. И этот принцип сработал. Он попал в такую классную группу. Мы до сих пор общаемся с воспитательницей, мы переписываемся с мамочками, мы вспоминаем всех деток, которые были в этой группе, вообще с теплотой, с любовью, с душой. Это было лучшее время. Марк очень много завел друзей, он там так хорошо проводил время, что у него это прям очень сильно отложилось в памяти, и мы какие-то все равно даже вспоминаем там утренники или какие-то эпизоды, которые с ним происходили в группе. Он все это так рассказывает с удовольствием. И, конечно, для нас был классный опыт. И здесь также. Сначала мы приехали в Венгрию, мы искали садик, который относится к нашему дому. Там на сайте можно посмотреть. Нашли этот садик, я написала туда на электронную почту, так как общаться на венгерском не могла, а английский мало кто знает, поэтому проще, в общем, переписываться по электронной почте. Я написала, они сказали: да, конечно, мы вас примем, адрес подходит ваш, приходите в любой день, там познакомимся, возьмем ваших детей. Все, мы пришли, все посмотрели, воспитательница сказала: какие чудесные дети, приходите быстрее, мы вас ждем. Тоже это оказалось для нас прям самая лучшая группа. Марк с Лукой ходили туда вместе, они там столько получали удовольствия, кайфовали, воспитатели тоже их обожали, детки классные попались. Классные какие-то были занятия, они много чего там тоже почерпнули. Я не скажу, что мы прям за этот год выучили там и венгерский, и английский или еще что-то, но они получали удовольствие от этого. Не обязательно же прям поднять какой-то уровень знаний, а просто они находились в этой среде, в иностранной, и с другими иностранными детками. Они как-то обменивались вербально, невербально, но они обменивались опытом друг с другом. У нас там были кружки, карате, танцы, Марк ходил даже на подготовишку к школе, тоже у него там раз в неделю были занятия венгерским языком. В общем, йога у них была, это вообще самое любимое занятие. В общем, в садике очень много чего проводилось, там они ездили в театр, на прогулку, это тоже получился самый классный опыт. Хотя вот еще раз повторюсь, мы просто каждый раз придерживались этого принципа, идем в ближайшее место. Вот, потому что раз мы здесь оказались, раз мы взяли здесь квартиру, оказались в этой стране, значит, и садик тоже этот нам подходит. Вот, не стали искать каких-то сложных вариантов, доверились тому, что есть. Когда мы тоже в Сербию переезжали, также было и с квартирой. Раньше, когда у нас было немножко, может быть, другое мышление, мы, наверное, бы побоялись, то есть мы бы думали, там, а не мошенники или хозяева. Сейчас, когда мы в таком находимся спокойствии, в расслабленности, в доверии, у нас даже мыслей таких не возникает. То есть мы прям уверены в людях, и нам попадаются классные люди. И когда мы здесь нашли этот дом в Сербии, не то чтобы случайно, а вот он нам как упало резко это объявление, сразу мы созвонились, Вадим поговорил, и на следующий же день сказали: да, мы готовы вас ждать, приезжайте. Хотя там, мы через месяц только приезжали, то есть мы нашли эту квартиру за месяц, и познакомились с хозяевами, и такие оказались тоже люди прекраснейшие, гостеприимные, добрые, открытые, искренние. И мы сразу с ними сдружились и сняли этот дом. И это прям, не знаю, это прям было
большое удовольствие. То есть мы не тратили время на поиски, на какие-то чтения отзывов, не шерстили ни какие-то сайты. Просто все складывается само. Хочу сказать, что когда ты живешь в каком-то таком потоке, может быть, я не знаю, но когда ты спокоен, когда у тебя нет тревоги, какой-то паники, суеты, вот, ты просто спокойно живешь, доверяешь этому миру, и какие-то притягиваются к тебе классные события. И здесь также мы, когда приехали, посмотрели по месту жительства, какие нам подходят садики и школы. И так и получилось, в общем. Марка сразу взяли в садик, хотя здесь очень большая проблема с местами в садиках, потому что очень много деток рождается и вообще не хватает мест. Я неоднократно читала в чате, среди мигрантов у многих детей не взяли в садик, остались, получается, целый год дома сидеть, даже в платных садиках просто огромное количество деток, все переполнено. Вот. Марка сразу же взяли в садик, потому что в Сербии по закону нужно в школу идти 6 лет. И ему нужно к сентябрю немножко походить в садик хотя бы. Сказали, приходите как можно быстрее, хотя бы вот июнь, июль, август, он походит в садик, немножко адаптируется к школе. На тот момент, как я уже рассказывала в прошлых видео, мы, конечно, надеялись, что мы Марка еще на 1 год продлим в садике, но не получилось. Они сказали, что мальчик умненький, пусть ходит в школу. Когда мы еще были в Венгрии, мы с Вадимом это обсуждали. Он тогда сказал, какая ему школа, вот он играть хочет, пусть играет, ты чего, какая школа? Я говорю, расслабься, все будет так, как будет. Сейчас-то что переживать, когда этого еще не случилось? Будет школа, школа, продлим садик, будет садик. Вообще не переживать раньше времени о том, чего нет. И так и получилось, что Марк походил в садик эти 3 месяца и сказал нам, что нет, ему уже не интересно, оказывается, в садике, он уже это перерос, ему там скучно. Он говорит, я хочу учиться. И так совпало, что ему сказали, тебе нужно учиться, ты идешь в школу, мы тебя больше не оставляем в садик. То есть как он хотел, так и получил, его мысли материализовались. Вот. Он хотел в школу, он и пошел. И тогда еще в Венгрии он нам говорил, я хочу в школу, я хочу учиться, мне нужны знания. Вот. И его взяли в школу 1 сентября, 30 августа уже была линейка. Сначала говорили, что линейки не будет, здесь тоже нет такой традиции, но тем не менее она была. То есть поприветствовали там первоклассников, немножко танцы были, какие-то речи от директора, от учителей. Разница в том, что, например, было у нас и здесь, это 1 сентября не нужно приносить букеты, то есть дети там не стоят с цветами, не ждут этого момента, чтобы вручить цветы, они просто приходят в свободной форме, без белых рубашек, там, без какой-то школьной формы, в простой одежде, как им комфортно, как им удобно, тем более они маленькие еще, Марк вообще не любит джинсы носить, и для него это прям удовольствие, что можно спокойно в школу в шортиках ходить. Мы пришли, учительница назвала классы, назвала всех деток, мы попали в 1 Д-класс, потом уже со 2 сентября у него началась учеба. Сразу скажу, он очень доволен, он каждый день с радостью встает и идет, ему очень нравится первая смена, в 7:30 у нас начинается занятие, заканчивается где-то в 10 утра, это 3 урока, со следующей недели у нас уже будет по 4, по 5 уроков, это примерно, ну, до обеда. Еще одна большая разница с российскими школами, смены меняются каждый месяц, то есть если мы в сентябре ходим в 1 смену, то в октябре мы будем ходить во 2, потом 5 1, 2 1, 2. Вторая смена начинается в 13:45, и если там 5 уроков, то где-то 6:30 вечера заканчивается, это, конечно, вообще поздно. Но в этом есть и плюс. Например, мне нужно утром отвозить Луку в садик тоже к 7:30 и Марку в школу к 7:30. Но если он будет ходить во 2 смену, тогда я вообще спокойно, не разрываясь, одного отвезла, потом 2 отвезла. Сейчас пока мне, конечно, очень помогает бабушка. Она водит Марка в школу, она помогает ему с рюкзаком, он тяжелый. Там много книг, тетрадок. Конечно, обещали, что что-то можно будет оставлять в классе. Красивые, большие книги нам пришли, мы заказали их на сайте, потому что в магазинах уже не было, все раскупили. Такого рода учебники для школы обычно идут под заказ, просто в магазине не купишь. Вот, поэтому нужно было заранее заказывать, а из-за того, что мы как бы всех этих тонкостей не знали, немножко проворонили время, но я заказала на сайте, и в принципе он 2 дня только походил без учебников, а уже там со среды они приехали, и мы ими пользовались. Правда, первый день, когда я ему сложила учебники, он в школе забыл их достать, вот, они так и пролежали в рюкзаке, но учительница, она всем распечатки дает, кто еще без учебников был, то есть первые недели она такая сборная, они привыкают друг к другу, знакомятся, и
и потихонечку вливаются, делают там потихонечку задания. Нет такого, что прям там домашки много или много какой-то суеты. В общем, все на лайте, все спокойно. Родительское собрание было, я включала переводчик, что-то поняла, что-то не поняла, потом просто учительница все в Вайбере написала, все мои вопросы, она все ответила, все разжевала, вообще здорово. Даже сказали, возможно, будут отдельные у нас уроки для русскоговорящих по изучению сербского языка, потому что деток много из разных классов. Среди первых, по-моему, Марк 1, но среди других классов тоже есть и будут помогать изучать сербский язык, ну и плюс тоже он начинает понимать, что в учебниках они красочные, там и картинки есть, и учительница как-то разжевывает, объясняет, и в принципе, когда он приносит свои тетради и книги домой, я же вижу, там все написано, все нарисовано, все сделано правильно, вот, я говорю, ну, значит, что-то понимает, значит, потихонечку вливается. В принципе, язык, он очень похож, много есть похожих слов на русский, поэтому я думаю, что он быстро освоится. Школа оказалась тоже классной, нам хозяева сказали, что это одна из лучших школ в Субботице. Очень классная тоже учительница попалась, она очень о них тоже заботится, потому что они первоклашки, то есть к ним прям такое отношение очень трепетное. Еще Марк у нас самый маленький в классе, такой он миниатюрный, такой малыш, в общем, все ему умиляются, такой милый, тоже о нем все заботятся, если надо, там рюкзак тяжелый помогут, донесут, в общем, мы спокойны за него, и самое главное, что ему нравится очень учиться, и прям он ходит с удовольствием. Когда спрашиваешь у него про школу, он всегда улыбается. Я рада, что так сложилось, как раз то, что он хотел учиться, так и получилось. Действительно, ему в садике было бы скучно, хотя мы за него думали, что вот они бы еще классно там с Лукой годик поигрались, чтобы детство у ребенка не отнимать, но все складывается так, как нужно ему, вот так нужно. Часто дети еще лучше знают за нас. Например, сегодня был такой случай, мы решили их водить на театральный кружок, и когда мы пришли, Лука немножко занервничал. Это еще тем более группа была с 6 до 8 лет, а ему 4. Но ему так повезло, что у него есть старший брат, и он везде ходит с ним, и много чего уже в своем возрасте знает. Нам сказали, что если как бы все будет нормально, конечно, пусть ходит. С братом ему будет легче. И он меня схватил за руку и вообще не отпускал. Говорит, первое занятие посидишь с нами. Я говорю, ну у меня там дела, мне надо видео записать для YouTube, еще что-то. Он так меня посмотрел. Нет, мам, вот сегодня с нами посидишь, а следующее занятие я уже сам. Вот таким прям мудрым, взрослым голосом мне это сказал. И я думаю, а чего я сопротивляюсь? Ну, есть у меня дела, ну и да, надо что-то записать. Но ведь ребенок просит, и вот ему лучше знать. Ему так будет проще и спокойнее. Чего я как бы сопротивляюсь и иду наперекор? Я тогда доверилась, такая, ну, окей, давай посижу, давай, хорошо. И я села там, ну, сзади родители там тоже кое-какие остались. Вот, а дети там спереди на сцене занимаются. И он вообще ни разу на меня не посмотрел, не прибегал, не вспоминал. Он все делал, все задания, все отвечал. Он так классно себя проявлял, им очень понравился этот театральный кружок, мы решили их водить, пусть там ставят какие-то сценки, концерты, ну, это их стезя, им это подходит. Я так рада, что я вот начала прислушиваться к детям, и то, что они просят, я часто как бы это делаю. То есть я сначала думала, ну, как бы я взрослая, я лучше знаю, да, я лучше знаю, что мне надо, вот, но потом я стала к ним прислушиваться. Так, подождите-ка, что вы хотите, это хотите? Так, ну давайте попробуем по-вашему, почему нет? И часто очень складывается это даже еще лучше, чем если бы я что-то их заставила сделать, чем если бы я их заставила, по-моему, сделать. Это работает, когда ты доверяешь миру, доверяешь еще, прислушиваешься к своим деткам, потому что они на самом деле, дети больше живут по своим ощущениям, по чувствам, нежели взрослые. Мы часто действуем от мозга, вот это надо сделать, а тело, например, свое не ощущаем, что мы себя нагружаем так сильно. У меня были такие случаи, то есть я мозгом знаю, у меня сегодня вот такой список дел, я все делаю, а ресурсов-то у тела нет. Надо немножко прислушиваться, что оно говорит, внутреннее это наше ощущение. А у детей оно лучше развито, и поэтому он точно знает. Вот я с ним посидела, и он мне сказал, все классно, мне все понравилось, в следующий раз можешь уходить. Все. А так я не знаю, как бы, может, у него стресс бы какой-то случился, ну, все равно, там, или истерика, или еще что-то, но все равно нам пришлось бы как-то прощаться, а он же меня прям за руку схватил, он прям попросил. И теперь расскажу про садик для Луки.
За счет того, что Марк ходил эти 3 месяца в садик, Луку взяли в этот же садик. Здесь действует такое же правило, как и в России. Когда один из детей ходит, то второго обязаны взять в этот же садик. Многие остались без садика. Нам очень повезло, что нам дали место, благодаря, опять-таки, Марку, которому надо было в школу, поэтому его быстрее взяли в садик. Вот это прям закручивается событие, то есть все прям складывается так, как надо. Вот, и Луку взяли в садик, и он пошел со 2 сентября также, с самого первого дня, он попросился на весь день. Для меня это был шок, потому что это тот ребенок, который еще ни разу не ходил в садик один, то есть мы пробовали немножко, там в России у нас не получилось, потом он целый год ходил в Венгрию с Марком, и теперь он пошел один, и он все лето говорил: не хочу никакой садик, я буду дома сидеть, то есть он такой хорохорился, лев по гороскопу, вот, и немножко такой себе на уме, с характером. И тут 2 сентября он говорит: забирайте меня сразу после сна, вот, на целый день, хотя мы хотели там на 2-3 часа оставить, как бы, ну, до обеда, вот, и он остался на целый день, и проходил всю неделю, немножко ему было периодически грустно, мы с ним разговаривали, но он ходил, он прям, все равно у него было какое-то воодушевление, он игрушки показывал, про детей рассказывал, про воспитательниц, что они там едят, как гулять ходят, то есть ему все интересно, ему любопытно, у него нет такой жуткой какой-то адаптации, что он попал куда-то в небезопасную среду. Ему очень тоже спокойно, комфортно, у них такая уютная группа, маленькая, там вообще мало человек, там, я не знаю, может 14, называются чупавцы. У них очень классно, опять-таки, попалась воспитательница. Хотя мы тоже не знали, куда мы идем, вот просто мы его уже записали, какая попадется, такая попадется. Вот, попалась воспитательница Зорица, очень открытая, дружелюбная женщина, и все детки, я вижу, тоже с ней обнимаются, когда приходит. Лука пока еще осторожничает, но все равно она очень, располагает. Действительно, больше тех людей, которые любят свое дело, которые не просто так здесь работают, а все-таки они вкладывают в это свою душу. Даже, например, здесь в больнице тоже всегда есть выбор, там вот может к платному пойти, там отзывы почитать, еще что-то. Мы просто пошли в бесплатный диспансер. Мы, причем, тоже говорили там по записи или еще что-то. Мы просто пришли, нас приняли бесплатно, без записи, все там на ломаном сербско-английско-русском языке. Приняли, посмотрели, все справки дали, и в школу, и в садик. Сейчас мы ходим к стоматологу, тоже в диспансер бесплатно. То есть мы не ищем чего-то отличительного, какого-то эксклюзива, какого-то чего-то уникального. Мы просто доверяем тому, что есть, и идем с открытым сердцем, с открытой душой, и получаем взамен это же. Будем подводить итоги потом, как все прошло, как быстро они научились, как быстро влились в коллектив. Понятно, что, например, Луке пока не поговорить со своими ребятками в садике, там даже воспитательнице много что он не может объяснить словами, вот, но для этого и есть этот опыт, значит, этот опыт нам нужен, значит, детям он нужен, побыть в таком вот коллективе, где тебе не все понятно, изучить что-то новое. Раз мы оказались в такой ситуации, я считаю, что это для нас такой важный опыт и важный навык. Я думаю, что для всех мигрантов тоже такой, может быть, полезный будет совет – это не паниковать, не тревожиться, не расстраиваться, и тем более заранее не нервничать. Когда у вас еще дети, например, не пошли в школу и в садик, а вы уже за год, там, за 2 переживаете, или еще до переезда, вот кто, например, только куда-то релоцируется, уже заранее начинает себя накручивать. А как там ребенку будет? А что, он же ничего не поймет? А как они там общаются? А если у него там что-то случится? Если вот это все, избегать этих мыслей, то есть выкидывать их из головы, потому что они деструктивны, они не нужны, они только мешают вам жить и наслаждаться жизнью, то все сложится наилучшим образом. Даже если что-то ребенок не поймет, значит, для него это такой урок, научиться объяснять это без языка. У Марка это прекрасно получается. Вот сейчас Лука тоже проходит этот этап, они учатся. Ну, в принципе, и в венгерском садике они тоже этому учились. То есть объяснить, что тебе нужно, добиться своего, показать, рассказать, нарисовать. В общем, любыми способами выйти из этой ситуации. По-моему, очень важный навык.
Желаю всем хорошего учебного года, кто учится, кто ходит в садик, не переживайте, все будет классно, чтобы школы и садики доставляли удовольствие, чтобы они были для детей чем-то классным, домашним, да, как вторым домом стали. Наверное, родителям важно расслабиться, доверять, быть в спокойствии и позволять этому быть. Пусть ребенок сам всему научится, он к этому придет, и для него это будет очень полезный навык в жизни. Всем спасибо за внимание и пока!